Всем привет! Тема моего сегодняшнего видео — это экология в моем родном городе, в Красноярске. Я из Красноярска, и каждый год я приезжаю домой, у меня там живут моя семья, мои друзья, поэтому эта тема меня очень волнует. И видео я делаю на русском языке, потому что касается она в основном России и русскоговорящих людей. 6 лет назад я переехала в Китай, и в последних моих видео я показывала, как наша жизнь изменилась из-за этого вируса. И я получила очень-очень много комментариев о том, что вы делаете в Китае, возвращайтесь домой. Вы должны вернуться домой, в свою страну, там безопасно, езжайте. Вам нечего делать в Китае. А теперь уже и Красноярск во всех новостях, и не по какому-то хорошему поводу. В рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Красноярск занял первое место. Та-дам! Мы оставили позади Монголию, Бангладеш, Индию, Китай, и это не то, чем мы можем гордиться. Я переехала в Пекин 6 лет назад, и ситуация с экологией здесь была просто кошмарная. Вы сейчас можете видеть мои фотографии, которые я сама сделала. Разница была в один день между этими фотографиями. И тогда, я помню, 3 года назад была одна неделя, когда мы вообще не выходили из дома, когда фильтр работал 24/7, и это было просто невозможно. А вот фотографии Красноярска, которые были сделаны пару дней назад, и вы видите, что они очень похожи с пекинскими. Только вся разница с Пекином в том, что в Пекине ситуация с каждым годом улучшается, а в Красноярске ситуация с каждым годом становится все хуже и хуже. Почему? В чем причина? Почему режим черного неба становится нормой для красноярцев? Почему, как только в городе устанавливается безветренная погода, то становится просто невозможно дышать? И почему никто с этим ничего не может сделать? Ни депутаты законодательного собрания, горсовета, мэр города, губернатор Красноярского края. Почему? Они же живут в Красноярске, они дышат тем же воздухом, их внуки, их дети, если они еще до сих пор не уехали из Красноярска. Но неужели им все равно? Почему им нужен какой-то скандал обязательно, чтобы начать что-то делать? Почему нужна какая-нибудь Грета Тунберг, чтобы они обратили, наконец, внимание на проблему? Почему, когда обычные красноярцы просят власти обратить на это внимание, почему никто ничего не делает? И я, может быть, очень наивная, но мне всегда казалось, что люди идут во власть, и мы сейчас не говорим о власти уровня президента, там, наверное, какие-то свои мотивы, но мне казалось, что люди идут в местную власть, в первую очередь для того, чтобы иметь возможность что-то изменить к лучшему в жизни своего города, своего района. Но как только они попадают в эту власть, жизнь становится лучше у маленькой группы людей, которые приближены к этому депутату, главе района. И я на самом деле верю в то, что мотивы-то у них были хорошие, когда они туда шли, может быть, даже где-то благородные. Но что с ними случается, когда они попадают, наконец, в эту власть? Вот это для меня загадка. Может быть, это какой-то эффект Дейенерис, когда у тебя очень благородные мотивы, чтобы пойти во власть, а заканчиваешь ты как безумный тиран, который боится только того, что власть эту у него отберут. Даже если это твой родной племянник, который тебе очень нравится. И это у нее еще драконы были. А вы представьте, что будет, если каждому из наших депутатов или главе района дать по дракону. И, кстати, из Пекина мы переехали уже 2 года как, и экология была как раз-таки главной причиной, почему мы переехали. Переехали мы на юг Китая, здесь нет режима черного неба, здесь есть режим чистого неба. Но здесь, конечно, есть свои проблемы. Например, климат, к которому мне пришлось очень долго привыкать, и я до сих пор еще не привыкла. Это влажность, постоянная жара, везде свои минусы. На этом все, увидимся, пока-пока.